Всем аньян! Как и обещали, в этом видео мы расскажем вам факты о сериале «Игра в кальмара», о которых вы еще не знали, некоторые из которых понимают только корейцы. Внимание! В этом видео будут спойлеры. Начнем с первой серии «Игры в кальмара». Когда играли в игру «Тише едешь, дальше будешь», которая в оригинале в переводе с корейского звучит как «Расцвели цветки мугунхва». Кто не знает, цветок мугунхва – это национальный цветок Кореи. Там была такая огромная кукла, которая следила за игроками. Зовут эту куклу Йонхи, и она на самом деле есть в школьных корейских учебниках, как персонаж, который помогает детям в обучении. Представьте, если бы персонаж из детства, которого вы хорошо знаете и с которым выросли, как, например, Винни-Пух или Чебурашка, кого-то убивал. Думаю, на вас бы это тоже произвело более неизгладимое впечатление. Также интересным является тот факт, что все декорации были построены в натуральных размерах, чтобы как можно меньше использовать компьютерной графики. В 4 серии игроки соревновались в перетягивании каната. Актер Ли Джон-дже сказал, что он думал, нужно будет всего лишь изобразить перетягивание каната. Но режиссер заставил всех соревноваться со специальной машиной, и Джон-дже жаловался в интервью, что это было невероятно сложно и изматывающе. Только на написание первых 2 эпизодов у режиссера ушло 6 месяцев. И как вы знаете из предыдущего нашего видео, сценарий пролежал у режиссера в ящике 10 лет после написания. И потом режиссер расширил сценарий от фильма до сериала, добавив туда также сюжетную линию про полицейского, которого там изначально не было, так как невозможно было все игры вписать в 2 часа. Именно рассказ о полицейском помогает нам увидеть мир игры в кальмара изнутри и больше понять его. Почему на гроба были розовые бантики? Художественный директор постаралась поставить себя на место создателей игры, чтобы понять, с каким сердцем они относились к игрокам. И подумала, что даже то, что их тела потом сжигают, это как подарок игрокам от Бога. Хотя лично мне такая логика кажется очень странной. Чтобы сделать дизайн масок, художественный директор делала очень много разных попыток, и разных животных, и разные странные варианты, но нужно было, чтобы хорошо было видно глаза, при этом четко было видно статус персонала, поэтому она выбрала маску, как при фехтовании, и в то же время лица, похожие на лица муравьев, у которых тоже есть четкая иерархия. Розовый цвет для персонала игры специально выбрали, чтобы показать, что они не страшные, не представляют опасности. Но, как мы знаем, именно на персонале лежала ответственность, чтобы избавляться от проигравших игроков. Для коридора из лестничных лабиринтов взяли за основу картину художника Эшера «Относительность». И по лестницам можно было пройти одновременно сотни человек. И по мере того, как количество человек сокращается, приходит чувство пустоты. Именно такова была задумка автора. Действия происходили на игровых площадках в 3 серии, когда была игра в сахарные соты, чтобы у зрителя было ощущение близости к обстановке. Ведь все мы были на детских игровых площадках. Из-за этого становится еще страшнее от жестоких сцен в такой обстановке. Автор сделал карусели такими огромными, чтобы создать у взрослых ощущение детства, когда все выглядело большим. К слову, сцену со сладкими сотами в игре в кальмара очень долго снимали, так как было очень жарко и влажно в тот день. И сахар быстро таял, поэтому эти сладости все время заново изготовляли и давали актерам. Режиссер лично проверил способ, который использовал главный герой накануне вечером в отеле. И именно так режиссер делал в детстве, когда ел эти сладости. Все сцены снимали именно в той же последовательности, что и в самом сериале, чтобы актеры смогли лучше прочувствовать своих персонажей. Какой факт показался для вас самым интересным и какой показался абсурдным? Если вы еще не смотрели наше предыдущее видео, в котором мы рассказываем о сюжете игры в кальмара из интервью с режиссером, обязательно посмотрите. С вами был канал про корейскую культуру и язык. Подписывайтесь и оставайтесь с нами.